Меня убивают. Меня убил читер. Ну как? Очень интересно в такую игру играть. Мне лично нет. Всем здорово, с вами Смит. И сегодня мы немного поговорим про читеров. В этой игре их настолько много, что этот видос — это второй видос на канале вместе с ними. И даже я замечаю, что есть одинаковые ники. То есть их не банят. Просто-напросто репорты в этой игре не работают. Каждого читера я репорчу. Мой сокомандник также репортит их. Ни одного уведомления на почту, ни одного уведомления в игре. Никаких уведомлений. 0. Да, я видел, что в Дискорде жалуются, что банят людей, выдают какие-то ошибочные баны. Но банят, как я читал в Дискорде, и обычных людей, и читеров. То есть античита в этой игре вообще нет. Он может забанить и вас, и читеров. В какую сторону воюют разработчики? В сторону обычных игроков? Да, я знаю, что обычных игроков, которые играли без читов, их разбанили. Но все же это как-то странно. Мне даже стало интересно, сколько же стоят такие читы, чтобы валить всех направо и налево. Они стоят 129 рублей на один день. 129 рублей. Это зайти покушать просто. Настолько мизерная сумма. Любой человек может потратиться, купить это и портить другим игрокам жизнь. Хорошо, давайте подумаем, из-за чего так много читеров? Потому что этот чит стоит 129 рублей? Нет. Во многих играх чит также стоит примерно 129 рублей, может быть чуть больше, может быть чуть меньше, но в них нет настолько много этих засранцев. А ответ такой. РМТ. Эти люди, которые тратят 129 рублей, они просто берут, выносят с вас весь лут и продают это за настоящие рубли. Значит, это нужно как-то пресечь. Нужно пресечь РМТ. Хорошо, пресечь РМТ это нереально. Вон, посмотрите на Тарков. Там сделали супер крутую схему с барахолкой. Нельзя выносить сразу в рейд, потому что ты не сможешь продать на барахолке. Бла-бла-бла, бум-бум-бум. И что? Это пресекло РМТ? Нет. Как люди продавали игровые вещи за реальные деньги, так и продают. Но в Таркове античит сложно обойти. Он работает. В этой же игре на релизе, до релиза, сейчас всегда были читы. В Таркове эти читы стоят огроменных денег. И из-за этого читеров там мало. Тут же этот чит стоит 129 рублей. Любой школьник, любой человек сможет это купить, попробовать, а когда он будет это пробовать, он испортит, конечно же, вам жизнь. К этому еще прибавляются те РМТшеры. Мало того, что это будет происходить раз в 3 месяца, потому что, как заявили разработчики, вайп будет раз в 3 месяца, то есть каждые 3 месяца будет наплыв РМТшеров. РМТшеры равно читеры, а это значит, то что каждые 3 месяца будут по месяцу читеры РМТшить в этой игре. Посмотрим на Тарков. Там вайпы проходят раз в год, раз в 1,5 года. Ну, то есть большой перерыв есть между вайпами. И из-за этого можно как бы даже уйти из игры на 1 месяц, подождать вот этот наплыв читеров, РМТшеров, пока они там залутают свое баблишко и уйдут. А тут что? Мне ждать целый месяц, потом 2 месяца плюс-минус спокойно играть, и потом опять ждать месяц? Это ненормально. Допустим, мне нужно залутать бур Королева. Да как я это сделаю? Как? Если там просто полным-полно читеров. Пока что у меня есть одна идея, как это делать, пока в игру не добавить нормальный античит. Фармить бур после обновления игры, так как после обновления игры античит немного меняется, все читы уходят на обнову, и из-за этого читеров в игре нет. Именно поэтому все маячки Королева или, допустим, идти в данж лучше после обновы, чтобы вас читер не снайпнул и вы не потеряли то, что так долго фармили. На этом ролики, где нас убивают, заканчиваются. И заканчивается этот видос. Всем спасибо, то что досмотрели до конца, то что выслушали этот монолог, который я просто куда-то в пустоту изверг из-за того, что меня они настолько бесят, за что мне нужно куда-то выговориться, кому-то это выговорить. Еще раз, всем спасибо, то что дослушали до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до скорой встречи.